Все началось с понедельника. Утром мы услышали, что Чупи вытошнила. Температура там 39,6. Ему дали 3 укола. Польская бегунка. На русском это понос, ребятки. Будем вот сюда забирать его какашульки. Вот так, ребятки. Чупсик наш лежит уже 3-й день. Сказать, что он на сердце кровью обливается, ничего не сказать. Дали глюкозу, дали какие-то капельницы, опять антибиотик, какие-то таблетки от того, таблетки от всего. 150, 300. Анализы, когда анализы, там 300. 300 злот. Вариант только переливания плазмы. Мы поехали, короче, за этой плазмой. Ну, это далеко, да, на далеко. окраине. Чупи остался да, в клинике. он все время был в клинике. Я привез. Да. И за 2-2,5 часа там все сделали. 2 ветеринара. Да, очень хорошо. Мужчина и женщина, они оба нам помогают. Суперные, да. Просто. Хей, ребятки, у нас на этой неделе вообще какой-то ужас просто происходит с Чупи. Вчера мы обнаружили, что он вытошнил утром. Мы услышали, мы встали, что он вытошнил, посмотрели, подумали, ну, скорее всего, ну, бывает такое, что песики могут отравиться, как бы чем-нибудь, что-то там съесть, несварение какое-нибудь. В общем-то, весь день он лежал, был вялый, его ничего не интересовало. И самое ужасное, что он ничего не ел вообще. Мы ему давали все, что он любит, он ничего не взял. Он даже не поднимался, но на улицу он ходил в туалет, он чуть-чуть пил. Вообще, я не знаю, там в день, может, 2-3 раза подошел к тарелке с водой. Ну и так чуть-чуть, так ням-ням-ням, попил там полсекундочки. И все, и ложился спать. Потом на второй день думали, ну все, на второй день все станет ему лучше. Утром ему лучше не становилось, и мы уже приняли решение, что если уже за день легче ему не стало, то, конечно, сегодня этот день, пойдем к врачу. Наш ветеринар, к которому мы ходим, она в отпуске на этой неделе, представляете, только с понедельника выйдет, и клиника была ее закрыта. И мы такие, что делать? Надо искать новую, ну тут вот недалеко от нас, потому что, ну, плюс мы же на работу еще, нам надо. И, короче, мы нашли тоже недалеко от нас. Их, кстати, не так много в Лоди клиник ветеринарных. Есть вот 2 от нас недалеко, ну и там надо уже ехать. Мы пока шли, быстренько онлайн зарегистрировали себе место. Потом пришли, выяснилось, что у них не работает вот это онлайн. То есть они не видят, что мы зарегистрировались. А мы им говорим, ну вот же у нас есть, посмотрите. Они говорят, да, мы знаем, но мы через это приложение не работаем. Ну, в общем-то, они нас... там, получается, между людьми, которые вот приходили, записывались, там вот оставалось время, и они нас приняли. Ну, кого-то там раньше приняли, кто-то там не пришел. Короче, вот между людьми нас приняли. Между собаками, котами нас приняли. И, в общем-то, у него оказалась инфекция. Ему дали 3 укола, ну, таких там маленькие, там 3 укола. Она говорит, к сожалению, мне нужно дать ему антибиотик, чтобы убить эту инфекцию. Прописала нам пробиотики, дала ему... у него еще был понос, я же не рассказала. У него еще понос, такой вот прям густой, такой неприятный. Дала от поноса ему таблетки, померила у него, оказывается, температура там 39,6. Она сказала, это на грани плохой и нормальной температуры, то есть нехорошо. Это тоже потом все нам рассказала. Ну, тоже такая очень приятная, кстати, оказалась женщина, девушка, я бы сказала, она такая милая, такая добрая, очень все объяснила. Популярнейшим языком, все было понятно. Еще завтра сказала обязательно прийти к ней на осмотр, чтобы она видела, что там с Чупиксом нашим. И когда она увидит, то есть она сказала, если ему будет завтра так же плохо, как вот эти дни, то будут у него брать анализы. Чего, конечно, я думаю, ему не понравится, потому что когда делали укол, ему тоже это не очень понравилось, еще и 3. И обязательно нам взять у него, когда он будет, по-большому в туалет, то есть у него какой-нибудь понос, она дала такую капсулу, я покажу. И эту капсулу нужно какашульки его набрать. И вот если ее вот это принести,
И завтра, если ему будет так же, как сегодня, и если он тоже не будет ничего есть, она еще дала такую ему, ну, она сказала, ну, такой паштет для животных. И вот она сказала, что должен сегодня съесть. Я говорю, а если не будет? Она говорит, ну, если не будет, не заставляйте, и завтра тогда тоже не кормить. Если вот он сегодня не будет есть, чтобы ему завтра анализы, кровь взяли у него. Короче, вот так, ребятки. Надеюсь, что у Чупи все будет хорошо. Но уже он какой-то... Ну, я так понимаю, что сейчас температура начинает спадать. И он же хоть какую-то активность, вот минимальную вообще, просто минимальная активность у него была, но он все равно опять лежит. Короче, вот так сейчас покажу, что нам дали. Собственно говоря, что мы имеем. Вот дали ему такие пробиотики, потому что ему вкололи антибиотики. Просто капсулку открываешь и высыпаешь содержимое. Если он, конечно, будет есть, нужно с сегодняшнего дня. Потом дали вот такую таблетку, она такая огромная. Это от бегунки. Польская бегунка. На русском это понос, ребятки. Короче, у него инфекция, и у него болит живот. Потому что она потрогала и сказала, что у него болит живот. Вот такая вот огромная таблетка. Представляете, вот половина, там вот еще вот такая. Вот, и она всунула, ну он же не ест ничего, и она всунула прямо в горло. Вот эту таблетку. Она говорит, если будет понос, опять надо всунуть ее же. Ну и, собственно говоря, будем вот сюда собирать его какашульки. И смотреть, что там у него и как. Ну, дай бог, все завтра уже и закончится. Может, уже и сегодня. Хочу уже спокойного своего веселого Чупи получить. Конечно, когда болеет домашнее животное, это просто стресс такой. Мы с Сашкой перенервничали, потому что он лежит. За него страшно. Ничего он не может сказать. Как его лечить? Это же не человек, как ты знаешь, там от живота ему даешь жить таблеточки. Если у него температура, там полежать ему будет легче. А с этим вообще непонятно, что с ним. Живот, не живот, что там вообще происходит у него в организме. Но надеюсь, что все будет хорошо. Короче, держитесь за нас, кулачки. Скорее всего, когда это видео выйдет, уже мы уже будем знать точно, что с ним. Вот такие дела. Вот так, ребятки, Чупсик наш лежит уже 3-й день. Вот я вам вчера записывала видео. Говорила, что мы ходили так вот к ветеринару, и так вот он не вылечился, он ничего не ест, он потерял в весе. Взяли у него анализы, ну, будут потом уже известны результаты. Завтра опять мы идем к врачу. Короче, вот такого мы имеем лежачую собаку. Сказать, что он на сердце кровью обливается, ничего не сказать. Посмотрите, лежит он в той же позе. Все как всегда, только совершенно нет интереса ни к чему. Мы еще решили замутить, давно хотели суп в азиатском стиле таком, типа том-яма, да. С карри. И в Лидломиксе это очень легко было. Ну, Карри. довольно легко, Ну, да. и удобно. Тут у нас еще Пошагово креветочки. сделать. Тут грибочки должны быть шитаки, но мы что-то не знаем. Ну, мы сделали обычные взяли, по-другому. да. Помидоры, что тут еще? Грудка. Угу. Ну и вот вы сами видите. Имбирь и карри паста. Угу. Блин, ребят, настроения нет вообще. Просто вот... Чупи ничего, он даже когда пьет, его тошнит. Я не знаю, уже, знаете, не до том-яма, вообще ни до чего. Я не знаю, что с ним делать. И самое обидное, что никто не знает, чем он болеет. Ну, то есть, если бы знали причину, то уже можно бы хотя бы эту причину лечить, да? Ну, мы ждем анализа. Да. Она говорит, говорит, мы будем, конечно, искать, все. Очень хороший врач, ветеринар. Ну, короче, вообще жесть. У него сегодня было, вы не представляете, у него была капельница, ему взяли кровь. У него было 3 укола. 4. 4 укола. Таблетка такая огромная, ему в горло прямо всадили. И то он ее вытошнил. Потом уже, со временем. Как он уже такой измученный, он вот так вот лег, типа, колите меня, делайте что угодно. Он реально, даже его когда на руки берешь, он такой вот вялый. Вот я вам показала, вот он лежит. Иногда хвостиком, вот прям иногда редко хвостиком болтает. Короче, плохо наши собаки, очень плохо.
Ребят, просто не могу не заснять этот момент. Первая еда с аппетитом у Чупсика за эту неделю. Мы воевали за его здоровье. Все было не так просто. Я думаю, надо рассказать подробнее, что там с ним было, потому что была жопка. Вот эта маленькая волосатая жопка. Мы его спасали как могли. Ребята, записываем этот ролик уже пятницу, где-то вечер примерно. Но мы хотим рассказать эпопею, что у нас было с Чупсиком. Было все прямо очень плохо. За неделю Да. просто все случилось. Все, чего мы боялись, ну вот, знаете, что мы боялись будет все плохо, вот так и было, все плохо. Все началось быстренько тогда, пробежим. Все началось с понедельника. Утром мы услышали, что Чупи вытошнил. Ну, мы подумали, что ну ничего страшного, собаки ну, часто такое бывает, что там лизнёт где-то то, не сё. Короче, как я уже там говорила, я записывала кусочек, что мы думали, что к вечеру он оклемается. Но к вечеру он не оклемался. Мы подумали... Весь день вялый, не есть, не пить. Он просто лежал. Не просто он вялый был, он просто вот тут лежал пластом. И ему было плохо, очень плохо. Ну все, мы поняли, что, скорее всего, тогда, раз он не оклемается, то во вторник поведем его к ветеринару. Да, мы с утра пошли. Да. Как вы понимаете, ему было плохо. Весь этот день он ничего не ел, почти ничего не пил. Вот сейчас пьет, такая радость, что у него сейчас появился аппетит, и он пьет. Он ничего не ел, он ничего не пил, он вообще ничего не делал, он просто лежал. Он был такой вялый, у него были лапы вот так вот. Просто мы его носили. 10 шагов сделает в минуту и все. И смотрит, может, домой. Да. Но мы его выносили, потому что ему в туалет. Он не приучен, все-таки он не приучился дома ходить в туалет. И поэтому у него было расписание. Он, слава богу, как-то и терпел, все нормально было, да. Мы его выносили, он писнет как, ну даже не как мед, а просто писнет. И мы его забрали обратно домой. Среда мы пришли, рассказали, что нам плохо, все то же самое. И она говорит, ну тогда мы должны сделать ему анализ крови и анализ поноса, кала его поноса. Ребята, ну понос же. Ну бегунка звучит тоже смешно. Вот. И никто не знал, что делать, что вообще с ним происходит. Уже в этот день ему дали капельницы. Ну да, дали потому глюкозу, что он ничего не ел. Да, ничего не... Дали глюкозу, дали какие-то капельницы, опять антибиотик, какие-то таблетки от того, таблетки от всего. Много уколов, там по 3 укола было от температуры. Да, антибиотик от... Там, чтобы не тошнило, ни поноса не было. И это боли, все разные, было, и таблетки огромные какие-то. Такие, но их напополам, вот такие вот таблетки, их напополам. И она их в горло прямо всовывала ему. Я думала, он подавится, но нет. Она профессионально это все сделала. Я думала, в принципе, мы дома тоже сможем так сделать. Но это сделалось не так просто, но, слава богу, все было в клинике. И мы вот так вот каждый день ходили. Вот уже у нас четверг, ему уже чуть-чуть стало, вот, знаете, полегче. Ну, ближе к обеду. Да, ближе к обеду он такой... Стал ходить, но, видимо, температура спала. Да. Он стал как как-то... мы потом узнали. Да, он стал как-то ходить туда-сюда, и мы узнали результаты анализов. Мы уже пришли туда в клинику, мы узнали результаты анализов, и она перечисляет. То плохо, то хуже, то выше нормы, то ниже нормы. И там, короче, список там некончаемый просто. И она говорит, нам нужно сделать какой-то быстрый тест, да, на парвовирус. Вот это выговорить не могу. Плюс еще в анализах кала было 2 паразита. Волосоглувка и джардия. От них тоже. И, ну, это уже проблема. Но еще было подозрение на вирус. Сделали тест быстрый. И оказалось, что да. Да, и оказалось, у нас 2 проблемы. Вот эти... Мы думали, что это глисты, но оказалось, это не глисты, а какой-то, Саша сказал, паразит. Это в кале. Один червь, а второй какой-то другой. Жук не какой-то. Ну, что-то ты говорил, как жук, типа. Ну, и вот у нас вот этот парвовирус, как он? Парвовирус. Парвовироза. Парвовироза какая-то, ну, что-то какой-то вирус, да. Собачий. С этим вирусом, как бы, от него есть прививки, и у Чупи она есть. Но, как нам объяснили, может быть такое, что у него были антитела еще от матери в момент прививки, и прививка, как бы, антитела из прививки, ну, то ли не прижились, то ли они как, ну, потому что у него были свои, И то есть они не сработали. Да.
А, видимо, те от рождения уже как закончились или что, и поэтому у вируса была возможность ну, как бы развиваться. Из-за того, что вот прививка как бы не Она была- подействовала в тот Да, момент. она была да. сделана вовремя, но у него был сильный иммунитет и антитела с рождения, и поэтому прививка оказалась бесполезной. К сожалению, никто этого не знал, этого предугадать никто не может. Это, она сказала, это бывает редко. То есть никто не знал, что так будет. И, к сожалению, Чупи где-то что-то лизнул, где-то что-то, и получилось вот этот вирус. Плюс паразит. Да, плюс паразиты. И тут нам предложили, что есть вот такой вариант. Ну, в этой клинике был Да. только один вариант. Они еще сказали, что есть какое-то конкретное лекарство, Да. но его сейчас нету. К И сожалению. вариант только переливания плазмы делать. Мгм. И то и нужно за ней ехать в другую клинику. Ну, хотя бы они смогли заказать ее И там. типа, нам она еще дали рецепт. сказала, будет, если она будет, типа, это не так-то легко. Да, но оказалось, что заполучить, есть. да. Там по знакомству из другой клиники Мгм. нам дали рецепт, мы туда Пошли. быстро. Да. И самое смешное, нам сказали, нас спросили, очень все деликатно было, нас спросили, потому что мы уже до этого ходили, уже как бы все время это занимало много денег. Ну, там сколько вот он? Ну, там 150, 150, 300. анализы, было, когда анализы, да. там 300. 300 злот. И каждый день мы вот отдавали вот такую какую-то сумму. Мы потом расскажем, напишем, сколько мы в итоге потратили, чтобы вы вот... Ну, на данный да. момент 1140. Да, ну это чтобы примерно вы понимали, сколько стоит лечить собаку в Польше у Ну, это ветеринарной случай, клиники, да. конечно. Но это не со сложный. всеми, да, случай реально сложный. И нам такие говорят про эту плазму, ну, она будет стоить где-то 250, там, ну, 300, 350. Так легко Ну, нам сразу сказали 250, потом мы когда уже собирались, Ну, может быть. ну, 250, 350. Ну, так, на легком, так По сказать. факту она стоила 400. 450. Ой, не 50, 400 она стоила. Мы приехали в эту клинику. И, кстати, мы еще работали в это время. То есть не так-то просто. Ну, хорошо, что Саша... Ну, терять время Да. нельзя было. Надо, переносить на другой Они день. сказали, что можно это сделать завтра, но лучше это сделать сегодня. Ну, конечно, мы сделали все, чтобы Чупи было хорошо и чтобы так он выздоровел быстрее. Потому что смотреть на него, как он погибал, ребята, другого слова не скажешь. Он ничего, он не ел, не пил. Он просто лежал, это было невозможно. Это наша собака, это наш Чупи. И мы хотели сделать все, чтобы было быстрее. Мы поехали, короче, за этой платой. Ну, это далеко, Да, на далеко. окраине. Ну, хотя бы там было Мгм. 2 часа Самое туда-обратно, главное, я что было, привез. да. И за 2-2,5 часа там все сделали. И в это время Чупи остался Да, в он клинике. все время был в И клинике. когда мы его оставляли, он такой в шоке. Вы что, меня кинули? Это было так ужасно. Меня тут Ну, колят, мучают. мучают, колят, не оставляйте меня. И я уже была в это время на работе, мы вместе ездили за этой плазмой, но я потом поехала на работу, а Саша, спаситель, повез эту плазму обратно, то есть в клинику. Клиника находится возле нашего дома. И Ну, вот так там мы спасли. через 2 часа Да. мне уже позвонили, что все готово. Я забрал, и Мгм. Чупи реально очень быстро помогло, потому Очень что быстро. в этой плазме есть все антитела, в целом все полностью здорового пса, Да, нам... все показатели, там, белок, все, что ему не хватало. Вместе с этим у него появилась вот живость, к вечеру аппетит. просто, да, очень он быстро. стал таким довольно активным, каким не был всю неделю. Но нам объяснили, что эту плазму берут у самых здоровых собак, которые привиты, там вот это вот все, и они просто, вот он еще показал, вот супер, супер здоровые собаки. Короче, и к вечеру, реально, вот как Саша сказал, к вечеру ему стало просто вот так вот. Он стал всем интересоваться, он даже побежал за мной. Да. Чего не было вообще всю эту Аппетит неделю, дикий, да. он хотел, Он хотел в том числе на улице, Да. что нельзя. Что вообще ему нельзя, блин. Мы сейчас вообще, мы и так следили, а сейчас просто вот даже, если он голову опускает, мы сразу «Чупи!» кричим, что нельзя. Мы уже стали его кормить, таким жидким кормом нам дали. Такой банки. Потому что да. другого ничего не разрешили. Там, кстати, 2 ветеринара, Да, очень хорошо. мужчина и женщина, они Мгм. оба нам помогали. Суперные, просто. Они спасли его. Правда, да? Мы бы без них, конечно, никак не смогли. Нам повезло с ветеринаром. Вот они, знаете, как вот
полюбили его, как мы его полюбили, и это не очень помогали. Но я думаю, они всем так, животным, да. конечно, помогают, и отнеслись с пониманием. И плюс, ребята, у нас же язык еще не очень-то хороший, но мы все поняли, что сказали они, что мы им доносили тоже, как бы все было нормально. И вот пятница, и в пятницу он не вытошнил все, что он съел. Только был понос у него Да, утром. было. Да, но без крови, без всего. И сегодня мы тоже к нему пришли, там уже мужчина у нас был. Он поставил капельницы, дал антибиотики в таблетках, дал пробиотики. Ну, мы вот сейчас Да. продолжаем, там еще где-то неделю это надо продолжать всё. Мгм. Потому что плюс паразиты, плюс Всё, этот вирус да, именно вот на пищеварительную систему действует. к сожалению, Поэтому сейчас да. и питание такое диетическое. Мгм. Ну, хотя бы сегодня дал уже корм мокрый. Не просто Можно, жидкий, а ну уже перемолотый какой-то там. И мясной. он с таким аппетитом, вот я снимала, он с таким аппетитом, еда. Да, потому что он за неделю Да. съел. Один раз он съел пол сашетки такого тоже паштета и Мгм. вытошнил. Вытошнил его, да. И после этого только капельницы, глюкозный какой-то Мгм. там, паста глюкозная. Через Вообще, шприцы да. давали ему в рот. Ну, у него не было И аппетита. жидкий корм, который тоже там Да. 30 Тоже через грамм. капельницу ему давали. Ну, Ну, что такое 30? Не, ну там она типа калорийная, Да. вот эта штука. но это но не то. Не хватает. Мгм. конечно. И он всего... Вот сейчас у него появился аппетит, а когда мы ему приносили еду, ну, типа, знаете, вот подавали, Ой-ой-ой. он вот так вот делал. Не надо. А еще он, знаете, как давал намек, что у него болит живот. Ну, мы уже это сами знаем. Он вот так ложился и вот так вот ногу вот так вот оттопырил, и типа, чтобы мы гладили его живот, представляете? Еще вчера тоже так смешно было. Мы ему таблетку давали в горло, но мы его замучили, потому что он не мог глотать вот эту таблетку, как... Ну, то есть мы не могли его всунуть, эту таблетку, так быстро в горло, как это сделал врач в клинике. И мы его немного замучили. И вот знаете, как сделал? Вот так вот отвернулся от нас, вот так. И вот так опустил голову. И типа, все, я больше с вами не разговариваю, не дружу. И мы просили, ну, прощения. В итоге все нормально, скормили ему эту таблетку. Ну все, ребята, мы рассказали на 14 минут. Напишем тут стоимость на сегодняшний день. Завтра идем тоже. Держите кулачки, пожалуйста, за нашего Чупи, чтобы он был здоровый и чтобы все было у него хорошо.